Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. В прошлый раз мы с вами вместе связали тело курочки, вставили ей глазки и сделали оборку на шее. Сегодня займемся всеми остальными деталями. Итак, приступим. Сначала свяжем крылышки. Одно я уже подготовила заранее, оно оранжевого цвета. Выглядит вот так. С 3 перышками, которые вяжутся отдельно, а потом соединяются. Второе крыло свяжем вместе. 2 перышка для него я тоже подготовила. Вот они. Хвостики от них необходимо закрепить, набрав воздушную петлю и пропустив сквозь нее ниточку. Итак, начнем вязать 3 перышко. Берем пряжу оранжевого цвета и вяжем первый ряд. 8 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем 1 воздушную петлю и провязываем в кольцо 8 столбиков без накида. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия, и прокладываем нить контрастного цвета. Дальше вяжем 3 ряда по 8 столбиков без накида в каждом. Все, мы связали 3 перышко. В этом случае ниточку мы не обрезаем, а, наверное, хвостик от кольца амигуруми чуть-чуть подрежем, чтобы он нам не мешал. И заправим внутрь детали. Все, теперь у нас есть 3 перышка. Дальше будем объединять все 3 перышка вместе. Вот эту деталь будем считать за первую. Вяжем 5-й ряд. Сначала провязываем по первой детали 4 столбика без накида. Присоединяем вторую деталь. По ней нам нужно провязать тоже 4 столбика без накида. Я обычно первый столбик без накида провязываю в последнюю петлю последнего ряда деталей. Вставляю туда крючок, вяжу первый столбик без накида, а второй столбик без накида провязываю в первую петлю последнего ряда. При этом хвостик от детали необходимо ввязать. Дальше вяжем еще 2 столбика без накида по этой детали. Берем 3 перышко. По нему нам необходимо провязать 8 столбиков без накида. Опять же вводим крючок в последнюю петлю, провязываем первый столбик без накида. А в первую петлю провязываем второй столбик без накида. Хвостик тоже ввязываем. Дальше вяжем еще 6 столбиков без накида по этому перышку. По второй детали вяжем 4 столбика без накида. И по первой детали тоже 4 столбика без накида.
Вот мы связали 5-й ряд и объединили все 3 детали вместе. Хвостики можно спрятать внутри. В этом ряду у нас должно получиться 24 столбика без накида. Вяжем следующий 6-й ряд. 24 столбика без накида без изменений. Седьмой ряд, 6 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Восьмой ряд, 21 столбик без накида подряд. Девятый ряд, 5 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Десятый ряд, 18 столбиков без накида подряд. Одиннадцатый ряд, 4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Двенадцатый ряд, 15 столбиков без накида подряд. Тринадцатый ряд, 3 столбика без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Ну и теперь можно набить деталь наполнителем. Только набиваем не плотно, чтобы крыло не было слишком пухлое. Все, теперь вяжем последний 14 ряд, 6 убавок.
Связали крылышко, обрезаем ниточку, оставляя небольшой хвостик. В конце вот это отверстие, которое осталось, необходимо стянуть. Делаем это с помощью крючка за передние полупетли последнего ряда. Затягиваем хорошо хвостик. Ну и осталось нам только вынуть нить контрастного цвета. Все, крылышко готово. Теперь у нас есть два крылышка. Дальше займемся хвостиком. Он тоже оранжевого цвета, как и крыло, но имеет уже 7 перьев на конце, которые вяжутся отдельно, а потом объединяются. 6 из них я подготовила заранее. Каждый хвостик закреплен, как в случае с крылом, чтобы вязание не распустилось. Свяжем 7-е перо вместе. Берем пряжу оранжевого цвета и вяжем первый ряд. 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, делаем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд 6 прибавок, то есть в каждую петлю предыдущего ряда вяжем по 2 столбика без накида. Дальше вяжем 3 ряда по 12 столбиков без накида в каждом. Все, связали последнее перышко. От него ниточку не обрезаем. Подрежем только хвостик от кольца амигуруми, чтобы он нам не мешал. Вязание будем продолжать от этого перышка. Таким образом у нас связаны все 7 деталей для хвостика. Дальше будем вязать 6-й ряд и объединять все детали вместе. Последнюю деталь будем называть теперь первой. Итак, берем первое крылышко и провязываем по нему 6 столбиков без накида. Дальше берем вторую деталь и присоединяем ее таким же образом, как в случае с крыльями. По этой детали нам необходимо провязать тоже 6 столбиков без накида, начиная с последней петли. При этом хвостик тоже ввязываем. Берем третью деталь, точно так же, по ней провязываем 6 столбиков без накида, начиная с последней петли. Берем четвертую деталь, по ней опять же вяжем 6 столбиков без накида, начиная с последней петли. Берем пятую деталь, точно так же ее ввязываем. То же самое делаем с шестой деталью.
По 7 детали нам необходимо провязать все 12 столбиков без накида. Вот как у нас пока получается. Подошли к 6 детали. По ней провязываем оставшиеся 6 петелек. По 5 детали вяжем тоже 6 столбиков без накида. Подошли к 4 детали. Тоже вяжем 6 столбиков без накида. Дальше провязываем 6 столбиков без накида по следующей детали. И еще раз 6 столбиков без накида. Ну и по первой детали тоже вяжем 6 столбиков без накида. Вот мы закончили 6 ряд и объединили все 7 деталей вместе. Вот так у нас получилось. Все хвостики можно заправить внутрь, чтобы они не мешали нам в дальнейшем. В этом ряду, если мы все сделали правильно, у нас должно получиться 84 столбика без накида. Дальше вяжем следующий, 7 ряд. 84 столбика без накида без изменений. Восьмой ряд. 5 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 12 раз. Девятый ряд. 72 столбика без накида подряд. Десятый ряд. 4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 12 раз. Одиннадцатый ряд. 60 столбиков без накида подряд. Двенадцатый ряд. 3 столбика без накида, 1 убавка, повторить 12 раз. Тринадцатый ряд. 48 столбиков без накида подряд. Четырнадцатый ряд. 2 столбика без накида, 1 убавка, повторить 12 раз.
Ну и последний, 15 ряд, 36 столбиков без накида подряд. В конце делаем один соединительный столбик. Все, мы закончили вязать хвостик. Обрезаем ниточку, оставляя довольно длинный хвост. Вытягиваем. Нам осталось вынуть нить контрастного цвета. Вот такой хвостик у нас получился. Деталь не набиваем наполнителем. Оставляем в таком виде. Ну и на этом мы закончили вязать все детали оранжевого цвета. Дальше перейдем к красным деталям. Займемся гребешком. Он красного цвета и будет состоять из 3 частей, которые, как и у крыльев и хвоста, вяжутся отдельно, а потом соединяются. 2 части я уже подготовила. Свяжем 3-ю вместе. Берем пряжу красного цвета и вяжем 1-й ряд. 4 столбика без накида в кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия, и прокладываем нить контрастного цвета. 2-й ряд, 4 прибавки подряд. Третий ряд, 8 столбиков без накида. Вот мы и связали одну часть для гребешка. Хвостик от кольца амигуруми обрежем покороче. Вот наши 3 части от будущего гребешка. В 4-м ряду будем объединять все 3 детали вместе. При этом последнюю деталь будем называть 1-й. Берем ее и по ней провязываем 4 столбика без накида. Далее берем 2-ю деталь. По ней нам нужно провязать тоже 4 столбика без накида, начиная с последней петли. По 3-й детали вяжем все 8 столбиков без накида. Не забываем хвостики ввязывать. Подошли ко 2-й детали, по ней провязываем оставшиеся 4 столбика без накида. Ну и по 1-й детали вяжем тоже 4 столбика без накида. Вот мы закончили вязать 4-й ряд и объединили все детали вместе. Хвостики можно заправить внутрь, чтобы они не мешали. В этом ряду должно получиться 24 столбика без накида. Ну и вяжем последний 5-й ряд. 2 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз.
В конце делаем один соединительный столбик. Все, связали гребешок. Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания этой детали к голове игрушки. Вытягиваем и вынимаем нить контрастного цвета. Вот такой гребешок у нас с вами получился. Ну и еще одна деталь красного цвета – это бородка. Она будет состоять из двух частей. Свяжем вторую вместе. Берем пряжу красного цвета и вяжем первый ряд. 4 столбика без накида в кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И прокладываем нить контрастного цвета, хотя можно этого не делать, потому что деталь маленькая совсем. Второй ряд. 4 прибавки подряд. Дальше вяжем 2 ряда по 8 столбиков без накида в каждом. Все, связали вторую деталь. Опять-таки ниточку не обрезаем, а подрежем хвостик от кольца амигуруми. Теперь у нас есть 2 детали для будущей бородки. Теперь вяжем 5-й ряд и объединяем 2 детали вместе. По первой части провязываем 4 столбика без накида. Берем вторую деталь, по ней провязываем 8 столбиков без накида, начиная с последней петли. Хвостик, как всегда, ввязываем. По первой детали провязываем оставшиеся 4 столбика без накида. Все, связали 5-й ряд и объединили 2 детали вместе. В нем у нас должно получиться 16 столбиков без накида. Дальше вяжем 6-й ряд и делаем 8 убавок. Ну и последний, 7-й ряд, 4 убавки подряд. Все, связали бородку, обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания этой детали к игрушке, вытягиваем и вынимаем нить контрастного цвета. Вот такая бородка у нас с вами получилась. Мы полностью закончили с деталями красного цвета. Дальше перейдем на детали желтого цвета. Теперь займемся лапками. Одна у меня уже готова, она желтого цвета и состоит из 3 деталей. 2 детали для второй лапки я тоже подготовила заранее, они совсем маленькие. Свяжем 3-ю вместе.
Берем пряжу желтого цвета и вяжем первый ряд. 4 столбика без накида в кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И вяжем 3 ряда по 4 столбика без накида в каждом. Все, мы связали деталь, ниточку опять-таки не обрезаем, а подрежем хвостик от кольца амигуруми. Теперь у нас есть все 3 детали для будущей лапки. Дальше вяжем 5-й ряд и объединяем 3 детали вместе. По первой провязываем 2 столбика без накида. Берем вторую деталь, по ней провязываем тоже 2 столбика без накида, начиная с последней петли. Теперь берем третью деталь, по ней провязываем все 4 столбика без накида. По второй детали провязываем 2 столбика без накида. И по первой детали провязываем тоже 2 столбика без накида. Все, связали 5-й ряд и объединили все 3 части вместе. Вот эти хвостики можно обрезать. В этом ряду у нас должно было получиться 12 столбиков без накида. Дальше вяжем 6-й ряд и делаем 6 убавок подряд. Ну и осталось нам провязать только 2 ряда по 6 столбиков без накида в каждом. В конце делаем 1 соединительный столбик. Все. Связали деталь, обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания лапки к телу. Вот что у нас получилось. Такая маленькая лапка. У нас есть теперь 2 лапки. Ну и осталось нам связать последнюю деталь для курочки, это клюв. Берем пряжу желтого цвета и вяжем первый ряд. 4 столбика без накида в кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И вяжем 2 ряда по 4 столбика без накида в каждом. В конце делаем 1 соединительный столбик и заканчиваем вязание. Все, связали, обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания клюва к голове.
кончик от кольца амигуруми подрезаем. Вот такой маленький клювик получился. В итоге мы с вами связали все детали для будущей курочки. У нас есть тельце, гребешок, клюв, бородка, хвостик, две лапки и два крылышка. На сегодня это все. Ну а в следующий раз мы с вами сошьем все детали вместе и полностью закончим с курочкой. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!